Приветствую тебя, дорогой друг, на канале. В сегодняшнем видео хочу для тебя показать ночной обзор на FAV T77. И сейчас ты можешь близко увидеть, как светит ближний свет фар на FAV T77. Работает две секции диодов. Можно это прям досконально увидеть. И вот так она светит. Это самое высокое положение на корректоре фар. Есть 4 регулировки высоты, которые вы сможете настроить на этом автомобиле. Также вы можете увидеть повторители поворотов. Они также светодиодные и находятся в нижней части бампера. К сожалению, в автомобиле противотуманные фары отсутствуют. Давайте включим дальний свет фар. И, конечно же, сразу свет стал еще более насыщенный. И действительно очень хороший свет оптики. И у нас добавились еще две секции диодов. Да, оптика в этом автомобиле отличная. И действительно, вам на дальнее расстояние, в ночное время, если будете эксплуатировать данный автомобиль, все будет отлично. И вам не надо будет, во-первых, щуриться. Вы не будете уставать, если я имею в виду в сравнении с обычным галогеном. И тут даже несмотря на то, что будет залипаться грязь на ближний свет фар, вы все равно через диоды будете видеть все происходящее. В галогенах, к сожалению, все это начинает из-за нагрева оставаться, все это печется, и, конечно же, потом вам придется выходить и отмывать свои фары, чтобы ехать дальше. Тут однозначно плюс данному автомобилю. Идем далее, друзья. Задняя часть автомобиля. Обратите внимание на эту красивую спортивную корму. Bass-Tune обозначает лучшая песня, лучшая мелодия в данном автомобиле. FAV T77, как вы помните, как-то отсылки к Терминатору. Очень красивая задняя оптика. Мне кажется, намного интереснее, чем в том же самом Черри. И мне кажется, даже не нужно делать продолговатую линию. Мне кажется, вполне эстетично выглядит данный автомобиль. Сзади противотуманные фонари. Два по бокам. Два задних хода тоже по бокам. Но, к сожалению, я вам не смогу их продемонстрировать, так как автомобиль умный. Но, в принципе, могу попробовать. Мы для этого оказываемся в салоне. Выключаем аварийку. Включаем заднюю камеру. Задняя камера, вы видите в ночное время, как она работает. Вот такая детализация картинки. Только задняя камера. И активируем с вами стояночный тормоз. Активировали. И вот у нас активировались как раз лампочки заднего хода. Поворотники, аварийки я выключил. Вас будут хорошо видеть на дороге, вы будете узнаваемые, и самое главное, очень красивый дизайн у автомобиля. Теперь смотрите, закрываем дверь, открываем дверь, машина переходит автоматически в паркинг, учитывая, что у меня был режим заднего хода. Обратите внимание, как работает атмосферная подсветка. К сожалению, она только одна на вид. Другой выбрать нельзя, но можно сказать одно, что вот эта вот обычная атмосферная подсветка клавиш, она белого яркого цвета и очень красивая на глаз. Она не будет бить вам в глаза, допустим, как в тех же самых Hyundai Kia, когда она яркая синяя и действительно очень сильно устают от этого глаза. Контурная подсветка в дверных картах, дверная карта переднего водителя. Давайте посмотрим, как у нас на заднем ряду. На заднем ряду тоже присутствует атмосферная подсветка, подсветки клавиш стеклоподъемников. Ну и, конечно, есть индивидуальные подсветочки. Вот такой вот интересный диод с эффектом наращивания света. Он не сразу на всю яркость работает, а поэтапно. Очень яркий и действительно выглядит как алмазик. С двух сторон. Большой плюс. А теперь, друзья, давайте мы с вами перейдем к багажнику. Как вы видите,
Под номерным знаком лампочки нити накаливания. И здесь вот одна лампочка справа. Но опять же это из-за того, что у вас здесь полка. Только для этого она вам и нужна. Конечно, как по мне, света особо не хватает в ночное время. Если у вас будет какая-то экстренная остановка, лучше, чтобы у вас был дополнительный фонарь в автомобиле. При этом вот так выглядит багажное отделение в ночное время. Ну, даже учитывая, что камера не передает, так на самом деле очень тусклый свет. И в любом случае каждому владельцу FAV T77 я рекомендую заменить на светодиодную лампочку, так как здесь опять лампочка накаливания. В автомобиле стоит сейчас климат-контроль. Климат-контроль у нас однозонный и никаких запотеваний не выявлено. В ночи выглядит вот таким образом панорамная крыша. Шторку можно закрыть, если вам это принципиально. Также подсвечивается блок аэроглонасс. Также хочу отметить, что есть отличная гирлянда, принудительное включение, либо включение боковых секций. Очень удобно. Также есть включение при открытии дверей. И, как мне кажется, в этом классе эта гирлянда самая яркая, которую я видел в автомобилях среднего бюджета, потому что вы можете увидеть, как хорошо освещает данный салон обычные стоковые бортовые лампочки. Ну, конечно, они светодиодные. Салон выглядит очень отлично, интересно в этом автомобиле. Свет фар просто замечательный, но из недостатков, конечно же, есть микролифт, но нету подсветки в бардачке. Также дополнительный бокс и красивая глянцевая панель приборов. А купить данный FAV T77 вы сможете в автосалоне Торг-Маш Север. Это официальный дилер FAV и бренда Suzuki, Chery, УАЗ, Чанган, который находится в Москве по адресу 88 километр МКАД на внешней стороне. Этот автомобиль ждет нового владельца, как и многие другие на этой парковке. Так что, дорогие друзья, вы теперь знаете, куда ехать за новеньким автомобилем. Друзья, ну что, как вам FAV T77? Напишите в комментариях, как вам ближний свет фар, освещение автомобиля, и что бы вам хотелось, чтобы китайцы доработали в этом автомобиле, помимо того, чтобы заменить обычные лампочки накаливания на светодиоды. Друзья, не забудьте подписаться на канал, поставить лайк этому видео, нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео по данным автомобилям и китайским новинкам. Всегда с вами я, Дмитрий Лелюхин. До скорых встреч, удачи и пока.